Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем с вами новый цикл передач «Поплавочные истории». В этих передачах мы с вами поговорим о поплавочной ловле. Рассмотрим все возможные варианты ловли на поплавок. Это будут и маховые удилища, баллонские снасти, матчевые удилища и, конечно же, штекер. Мы с вами познакомимся с любительской рыбалкой, со спортивной рыбалкой. В общем, все, что касается поплавка. А нашу первую передачу мы начнем с баллонской ловли. Почему именно баллонская ловля в данных условиях? Сейчас температура воздуха у нас порядка 5 градусов. Вода еще недостаточно прогрелась и рыба не подходит к берегу. Поэтому нам нужно ее попробовать поискать на дальней дистанции. Это будет порядка 25-30 метров. В наших условиях присутствует течение. Мы сейчас находимся на обводном канале в городе Киеве. Поэтому нам нужна именно баллонка, так как эта снасть предназначена для ловли на течении. К данным условиям подходит удилище длиной 7 метров. Почему удилище 7 метров? Потому что глубина в месте ловли составляет 5,50-6 метров. И более коротким удилищем это сделать некомфортно. Длинные удилища мы не используем 8-9 метров по той причине, потому что сильный ветер и это достаточно усложнит ловлю. К нашему удилищу подойдет катушечка 3000 размером. Основная леска у нас будет 0,18, так как это самый оптимальный размер в принципе для баллонских удилищ. Ну а сейчас непосредственно поговорим с вами об оснастке поплавочной. В баллонской ловле используются поплавки стандартной формы, это капля. Сейчас я наглядно взял поплавок 25 грамм. Мы, конечно, на таком течении не будем ловить, но для наглядности очень хорошо демонстрируем. Крепление поплавка желательно делать в 3 местах силиконовыми кембриками. Почему? Многие делают ошибку и внизу кембрик отрезают по самый киль. Этого не нужно делать, лучше оставить такой запасик сантиметра 3-4, для того, чтобы у нас леска не захлестывалась за этот кембрик. Дальше, соответственно, у нас идет основное грузило. Основное грузило внизу должно обязательно крепиться минимум 2-3 дробинками. Для чего это делается? При забросе, у нас забросы достаточно идут силовые, если мы ловим на 25-30 метрах и дальше. И это грузило под своим весом может разбивать дробинки, и они будут смещаться. Для этого внизу крепим 2-3-4 дробинки. Ниже нашего основного груза находится подпасок на расстоянии 40-50 сантиметров. Он состоит у нас от 1 до 3 дробинок, в зависимости от грузоподъемности поплавка. Дробинки номера от 8 до 4. Для чего нужен нам подпасок? Для плавного опускания нашей насадки к дну. В отличие от основного груза, он не заметен для рыбы, он ее не пугает, не настораживает, но при этом позволяет нам очень качественно отслеживать поклевки, так как на подъем, так и на утоп. Ниже нашего подпаска у нас располагается вертлюжок. Так как мы используем удилище с катушкой и дистанция ловли у нас 25-30 метров, нам важно, чтобы вертлюжок не давал поводку запутаться. Хотел бы остановиться на вот этом вертлюжке, который находится выше нашего основного груза. С одной стороны, это дополнительный элемент, который нам мешает, и в случае чего мы не сможем продвинуть наш основной груз выше и сделать расстояние между ним и подпаском больше. В спортивной ловле такие вертлюжки не используются, но для любительской рыбалки это замечательная находка. Почему? Потому что оснастку мы можем заготовить дома в разных количествах, с разным весом поплавков. Мы их можем сделать и вот на таких вот мотовильцах привезти на рыбалку 10 штук. Например, с грузоподъемностью 6, 8, 10, 14 грамм, 20 грамм. В зависимости от силы ветра, от силы течения их применять. Так как в любительской ловле у нас, как правило, 1-2 удилища, а в спортивной мы используем 5, 6, 10 штук. Вот на таких удилищах для спорта монтируется все на основной леске. Никаких вертлюжков, ничего. Каждый лишний элемент он ухудшает снасть. Но в любительской рыбалке
мы можем использовать вот такую вот вставочку с этим вертлюжком. И на водоеме, придя, монтируем к одному и тому же удилищу разные оснастки, разной грузоподъемности. Вот наша спортивная снасть. Все смонтировано на одной основной леске. Никаких вертлюжков, ничего, только один, к которому крепится наш поводок. А вот тот же вариант, только в любительском исполнении. Идет основная леска. Через вертлюжок основной груз с нашей вставочкой, подпасок, вертлюжок и дальше поводочек. Вот таких вставочек мы можем дома заготовить в долгие зимние вечера достаточное количество. И придя на рыбалку, не тратить времени с одним удилищем, быть готовыми к разным условиям. О прикормке. Сегодня мы будем использовать прикормку средней фракции, очень с насыщенным запахом кориандра. Она многокомпонентная, мы ее выбирали специально по данные условия ловли. Напомню о наших условиях. У нас глубина порядка 5,5 метров, присутствует слабое течение, поэтому нашу прикормку мы увлажняли в 3 этапа, чтобы добиться определенной консистенции. Так как у нас заброс прикормки будет осуществляться с помощью рогатки, мы должны добиться следующего эффекта. При сжатии у нас должен получаться комочек плотности такой, чтобы он спокойно долетел до нашей точки, не разбился об воду, а при падении на дно прикормка начала свою работу. Прикормка достаточно тяжелая, мы не будем добавлять никакой глины, никаких утяжелителей. Она спокойно держит дно и там привлекает рыбу. А ловить сегодня мы будем на пинку. Это мелкий опарыш, разноцветный, он у нас желтый, белый и красный, и на насадочного мотыля. С прикормкой разобрались, с насадкой разобрались, ну пора уже приступить и к ловле, а то как-то сидим спиной к воде некрасиво. Перед ловлей нам нужно найти наше дно и выбрать подходящие условия ловли. В идеале, конечно, нащупать какую-то бровочку, какой-то перепад, ямку, что-нибудь интересное, где рыбе будет за что зацепиться. Сейчас мы переходим к промеру глубины. Для того, чтобы с помощью баллонки промериться, нужно будет сделать несколько забросов. Выставляем примерную глубину 5-5,5 метров, делаем заброс и смотрим на проплыв нашего поплавка. Вот сейчас у нас поплавок идет в свободном проплыве, значит глубина у нас превышает то, что мы поставили. Нужно будет добавить сантиметров 5-10 и сделать следующий заброс. Добавляем на глаз 10 сантиметров и повторяем наш заброс. Вот сейчас у нас поплавочек начал цеплять дно, мы угадали с глубиной, выматываем нашу оснастку, делаем глубину на 2-3 сантиметра меньше, чтобы подпасок шел на дно, и отмечаем нашу глубину на удилище, на бланке. После того, как мы промерили глубину, выбрали место ловли, мы клипсуемся для того, чтобы всегда попадать в одну и ту же точку на одной и той же дистанции. Дистанция у нас определена, на всякий случай отмечаем на бланке удилища нашу глубину. Все может случиться, мы можем зацепиться за проплывающую ветку и потерять нашу оснастку. Для этого мы, зацепив крючочком задушку катушки, смотрим на нашу глубину и на бланке удилища отмечаем маркером. Есть у нас такой чудесный маркер, который не смывается водой, он как паста, продается во всех рыболовных магазинах. Делаем маленькую отметочку в районе антенки. И теперь, если мы теряем нашу оснастку,
мы заклипсовались, мы знаем наше количество оборотов, мы ловим сейчас на дистанции 23 оборота, и мы знаем нашу глубину. И при случае обрыва нашей оснастки нас займет буквально 2 минуты, чтобы восстановить нашу глубину, нашу дистанцию ловли, и мы не будем тратить на это лишнее время. После того, как все приготовления у нас закончены, мы переходим к лепке шаров. В данном случае у нас будут не совсем шарики, а колбаски вот такой формы, потому что мы будем стрелять сегодня из рогатки, и шар у нас просто в чашу не помещается. Почему мы делаем это в самый последний момент? Потому что мы их можем налепить и сразу, но на воздухе они высохнут, рассохнутся и просто не долетят до нашей точки ловли. Будут распадаться или в толще воды, или при ударе об воду. Рыба у нас, я надеюсь, сегодня будет активная, поэтому после каждой рыбки мы будем делать докорм небольшими порциями. Желательно, чтобы они у нас получались все одной формы, одного веса, иначе они будут просто одна ближе лететь, одна дальше будет лететь. В принципе, существует приспособление для лепки. Она выглядит следующим образом. Идет обычная рогатка, но с круглой ручкой. Сюда забивается прикормка и затрамбовывается специальным таким приспособлением. Но я ее не использую, потому что в спортивной ловле это запрещено. На соревнованиях и в спорте мы прикормку можем лепить только руками и только такого объема, что комок должен помещаться в ладонь. Поэтому даже на любительских рыбалках я стараюсь придерживаться этих же правил. Но в принципе такие рогатки могут быть, имеют место на жизнь и достаточно удобны будут для любителей. Вот, кстати, почему в поплавочных правилах разрешается лепить шары на докорм только те, которые помещаются в закрытые ладони. Ну, фиг его знает почему. Кто-то написал лет 20 назад, так оно и есть. Руки у всех разные, и у некоторых бывает такая ладонька. У меня прикормочные шары такими не получаются, стартового закорма, как у них докорм. Но правило есть правило, мы их придерживаемся. Стартовый закорм наш готов. Чтобы попадать нам в наше место ловли, нужно сделать заброс. Первый заброс мы делаем без насадки с пустым крючком, чтобы не отвлекаться на поклевки. На противоположном берегу мы выбрали ориентир, дистанция у нас заклипсована, поэтому все забросы мы будем делать в строго определенное место. И теперь, ориентируясь на поплавок, так как у нас присутствует небольшое течение, мы со смещением выше по течению метр делаем наш закорм. При закорме рогаткой желательно растягивать на одно и то же расстояние резину, чтобы у нас шары не летели метр дальше, метр ближе, а ложились в одну точку. Чем кучнее мы закормимся, тем активнее у нас будет клевать рыба. Если мы будем кормить 20 квадратных метров, мы просто рассредоточим всю рыбу по акватории. Нам это не нужно. Конечно, с первого раза тяжело научиться стрелять, но возможно. Есть очень дешевый и хороший способ научиться стрелять из рогатки. Берете стульчик, рогатку, ждете выпадания снега зимой, выходите и начинаете играть в снежки с рогатками. Дешево, но эффективно. Стартовый закорм сделан. Сейчас попробуем что-нибудь поймать. Ловить мы начинаем всегда с мотыля. Единственное, есть исключение, когда мы не ловим мотыля, это летом, когда он просто пропадает. Рыбку мы ожидаем все-таки
ну, хотя бы от 50 грамм, 100 грамм. Поэтому будем насаживать их несколько штучек. Насаживаем мотыля со стороны головы. Как определить, где голова, где хвост? Черная — это у нас голова, здесь тверже, и он лучше держится на крючке. И насаживаем их на крючок 2-3 штучки. В чем преимущество поплавочной ловли? В том, что мы можем нашим удилищам придавать насадки дополнительную анимацию на воде. Можем делать легкие подергивания удилищем, и у нас будет имитация, вот как сейчас, игры мормышкой. Рыбе нравится не просто неподвижно лежащий на дне кусок еды, а какая-то дополнительная анимация. Ну, такая рыбка маленькая, но появилась у нас после закормочек буквально через 2 минуты. Со второй проводки мы уже поймали рыбу. Что не может не радовать, значит, все правильно делаем, мы на правильном пути. Прикормка подходит, глубину проверили правильно. Если у нас поплавок не двигается, значит, что-то мы делаем неправильно. Мы должны постоянно придавать какую-то анимацию. На течении мы можем, например, остановить удилище в противоположную сторону течению, немножко приподняли, и оснастка у нас замирает на месте. Что нам это дает? Этим самым движением мы поднимаем наш крючок над дном и провоцируем рыбу на поклевку. Вот сейчас мы пропустили ее, но то, что она была, уже хорошо. Вот у нас клюнула какая-то неплохая плотвичка. Конечно, это не то чтобы, но для этих условий тоже неплохо. Я думаю, что с нашим поводочком 208 лучше мы воспользуемся подсакой. Нет, это у нас хороший маленький подлещик. Вот как у нас все замечательно. Вот такой хороший у нас подлещик, грамм 150, очень приятный. Давайте не забывать, что сейчас на улице 5 градусов и мы ловим всего лишь там 3-4 минуты. После поимки подлещика у нас на поводке остаются вот такие вот сопли. Их нужно обязательно убрать. Если мы их не заберем, ни о какой дальнейшей поклевке речи быть и не может. Пальцем просто сгребли их, все. Далее все по классике: насадка, дополнительная прикормка. И надеемся на поимку его родителей.
Не забываем подыгрывать удилищем. Это не обязательно должен быть стоп. Мы можем делать движение 2-3 сантиметра кончиком удилища и просто отрывать нашу насадку от дна. В большинстве случаев это достаточно для провоцирования рыбы на поклевку. Опять мимо. Ветер нам немножко мешает. Я одеваю сейчас по 2 мотыля. Этого достаточно. Рыбка у нас не совсем маленькая. Как раз в конце проводки у нас идет легкий подъемчик. Перед этим подъемчиком у нас следуют все наши поклевки. Желательно в таком месте, если у нас есть, сделать легенькую придержечку, чтобы насадка немножко поднималась над дном. Сейчас мы попробуем, проэкспериментировать и посмотрим, что с этого получится. Ветер для баллонской ловли не самый удачный. Течение у нас идет влево, ветер дует в ту же сторону. Немножко тяжеловато управлять снастью, но все равно возможно. Вот здесь у нас начинается подъемчик. Делаем придержечку. И опять мимо. Не забываем прикармливать. Вначале мы пытаемся раскормить рыбку. Прикармливать можно после каждого заброса или после каждой пойманной рыбки по 1-2 шарика. Потом смотрим по активности. Можно и раз в 10 минут это делать. Сегодня мы используем крючки 18 номера, поводочки 208 и 0,1. Поводки длиной 30 сантиметров. Правило баллонской ловли, так же как и в матчевой, используются поводки немножко длиннее, там 30, 35, 40 сантиметров. Крючки самые ходовые, ну, лично у меня, это 18, 16 номер и очень редко 14. Больше крючки я использую только при ловле карпа. По обычной белой рыбе этого вполне достаточно. Очень многих людей удивляет размер крючка 18 или 16, но мне достаточно хорошо удавалось ловить лещей до 2 килограмм на 16 номер крючка. Никаких проблем с этим не было. Поэтому не вижу смысла использовать большой крючок, который как какой-то якорь отпугивает рыбу и просто физически не влазит в рот.
Кстати, хороший подлещик. Вот у нас крючок 18 номера. Ловится такой неплохой подлещик. Смысл ставить больше. Очередная рыбка у нас на крючке, а мы как раз повторим все, что мы сегодня вам рассказывали. Итак, ловим мы сегодня болонским способом, 7-метровым удилищем. Катушечка у нас 3000-я, основная леска 18-я, поводочки используем 208 с 18 крючком. Место, которое мы сегодня выбрали, это обводной канал возле Киева. Глубина у нас примерно 5,5 метров. Дистанция ловли 25 метров. При промере мы нашли бровочку, зацепились за дно. Прикормка у нас хорошо сработала, среднефракционная прикормка с ярко выраженным запахом кориандра. В уловах в основном густера, попало пару подлещиков. Размер, конечно, еще не летний, но как для такой погоды самое оно. Рыбка поклевывает хорошо, засекается не очень. Лучше всего работает на насадку мотыль 3 штучки. Если бы не боковой ветер, было бы вообще все замечательно. Но как есть. Вот наша рыбалочка подошла к концу. У нас сегодня активно клевала рыбка. Сейчас мы вам ее продемонстрируем. В уловах в основном была густера, пару подлещиков поймали. Ну, размер небольшой, но для этого времени года самое оно. Надеемся, летние лещи нас еще ждут впереди. До встречи в следующей программе «Поплавочные истории». А в следующей программе мы попробуем поймать что-нибудь на матч. Ну и самое главное, в конце рыбалочки надо не забывать, что всю рыбу мы выпускаем, чтобы она подросла и порадовала нас в следующий раз.
Еще один немаловажный момент. После себя нужно убрать все на берегу и оставить все как было. Все пакеты, бумажки, все, что у вас остается, забираем с собой, не засоряем природу. Это не займет много времени. Зато в следующий раз это место нас порадует таким же хорошим и чистым берегом.